Ассаламу алейкум, достарем, всем большой привет. И у нас сегодня есть интересные новости, российские политики, которые постоянно высказываются о мигрантах. И прямо сегодня, у нас 12 мая, была большая встреча правительства и Государственной Думы. И Владимир Жириновский выступил, и Михаил Мишустин. Сейчас мы вместе с вами обязательно это послушаем, что они говорят про мигрантов конкретно. Первый выступающий, конечно же, это Владимир Львович Жириновский. Мы знаем его негативный настрой к мигрантам. Сегодня он тоже не отличился какой-то добротой в сторону отношения мигрантов в Российской Федерации. Давайте послушаем, что он сказал. И не надо снова ставить вопрос вернуть мигрантов. Не надо. Вы русским дайте паспорта, и никакие мигранты не нужны. Киевский вокзал, повесьте лозунг. Русские, добро пожаловать, вы вернулись на родину. Никто ничего не вывешивает. И паспорт не дают. И приравняли русских к иностранцам. 8 лет жди, где-то здесь мыкайся, может быть, мы тебе через 8 лет дадим паспорт. Поэтому решать можно вопросы, но каким способом? Оставьте южан на юге. Пусть они там работают, мы им поможем тем, что закупим у них, вот сейчас уже молодая клубника, капуста, все, урожай Нового года. У нас нет, у нас снег лежит. Треть страны в снегу. Поэтому можно решить вопросы. И в Средней Азии будут довольны, и русские, оставшиеся на Западе, тоже будут довольны. Друзья, как вы слышите, Владимир Вольфович говорит о том, что не надо все-таки мигрантов приглашать в Российскую Федерацию, что мы и без них справимся. Но на самом-то деле мы прекрасно понимаем, что стройка никуда без мигрантов не денется. Ведь за целый год, за 365 дней, что-то ничего сильно глобального не поменялось. Как мигрантов не хватало на стройках, так и не хватает. Я однозначно знаю, что ходил тут рядышком по своему городу по стройкам. Стройки находятся в состоянии легкой заморозки, когда у них сроки уже подходят, но так как рабочей силы нету, соответственно, стройки им просто необходимы мигранты. Без мигрантов не справится ни одна стройка ни в Москве, ни в Ростове, ни в Краснодаре. Что бы ни говорил Владимир Львович Жириновский, без этого никуда не обойдешься. И мы знаем, что сейчас мигранты уже едут. Большое количество, то есть и в Сахарово очереди, и здесь, в Краснодарском ММЦ я ходил, тоже самая очередь. Можете видеть это на экране сзади меня, что народ едет, народ хочет работать, и он будет работать. И я уверен, что большое количество и узбеков, и таджиков хотят работать на стройках. Не все, но большая часть, они для этого, грубо говоря, и приехали в Россию зарабатывать деньги. И сегодня же Михаил Мишустин еще сказал по поводу гражданства. Давайте его тоже послушаем. Это председатель правительства Российской Федерации. Он сказал о облегченном получении российского паспорта. Для кого это будет рассмотрено? Слушаем. То, что касается предложения Владимира Владимировича по паспортам русских, по вообще миграционной политике, мы всецело это поддерживаем. Я с удовольствием выслушаю все предложения, которые есть, для того, чтобы мы предложили простой путь получения гражданства людям, говорящим на русском языке, считающих себя русскими. Друзья, вы слышали, что возможно такое, что для русскоговорящих примут какой-то особый закон, который позволит получать гражданство быстрее. Посмотрим, как это будет на самом деле выглядеть. 8 мая, буквально несколько дней тому назад, было выступление Владимира Владимировича Путина, это президент Российской Федерации, по поводу мигрантов. Он тоже сказал несколько слов на встрече с Рахмоном, Эмомали Рахмоном, президентом Таджикистана. Многие из вас, скорее всего, это видели. Но у нас сегодня такой обзор за последний месяц, какие высказывания русских политиков о мигрантах были сказаны. Возможно, какие-то действия уже сделаны. Как сказал Владимир Путин, будем делать, стараться сделать, скажем так, комфортное, чтобы работали мигранты в Российской Федерации. Давайте послушаем слова президента России по поводу мигрантов. Важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс.
Ребят, вы слышали, да, что в ближайшее время в России постараются создать комфортные условия для мигрантов. Это, возможно, не связано с тем, что происходит сейчас. Как говорят ребята, подписчики мои в комментариях, что пребывание в изоляторе временного содержания никак с комфортными условиями не назовешь и не сопоставишь уж точно. Посмотрим, тут в этом направлении тоже в ближайшее время будет все меняться. Но я вам скажу одно, ребят, 1 апреля границы открыли. Таджикистанцы и узбекистанцы полетели в Российскую Федерацию на работу. И это хорошо, это не может не радовать, потому что я лично рад, что появилась возможность у всех моих земляков, у соседей с Узбекистана, у таджикистанцев поехать и зарабатывать в Российскую Федерацию. Ведь 90% тех людей, которые едут, они именно едут зарабатывать. Понимаете, нельзя сказать, что вот мигранты все делают плохо для Российской Федерации, без них будет классно. Ребят, ну в каждой нации на самом-то деле есть хорошие, есть плохие, есть соотношение процентов, какой-то может больше, в какой-то меньше. Но то, что мигранты едут на работу работать, и они будут это делать, это факт. Мы даже можем глянуть просто в статистику, что $1,5 миллиарда за 3 месяца, первый квартал 2021 года было отправлено только в Узбекистан. Это мы еще статистику Таджикистана не знаем. То есть, соответственно, они зарабатывают, отправляют. Стараются в большей степени, конечно, работать честно, по патентам, по каким-то миграционным вещам. Но не всегда получается. Кого-то ловят, кого-то депортируют. Бывают какие-то, ну скажем так, экстренные ситуации, когда бывает люди и погибают даже в Российской Федерации. Но мы же понимаем, что жизнь у нас такая штука, что не знаешь, что произойдет здесь, что произойдет там. Если ты останешься в Узбекистане, либо в Таджикистане, может и с тобой и там что-нибудь случится. Поэтому я всесило в любом случае поддерживаю мигрантов, особенно тех ребят, которые действительно стараются, едут, работают, зарабатывают. Но законы пока не позволяют им, грубо говоря, расслабиться. Поэтому всегда нужно быть в тонусе, в напряжении. Ну и последний сегодня выступающий, это у нас Валентина Матвиенко. Все мы знаем, что она уже очень давно выступает в поддержку мигрантов. В каком-то видео она говорила, не надо трогать мигрантов. Поэтому, если вы поддерживаете Валентину Матвиенко, поставьте лайк под этим видео. Напишите просто 2 слова: Валентина Матвиенко молодец. Ну а сейчас мы послушаем ее выступление. Оно было в апреле месяце 2021 года, совершенно свежее. Тогда же приезжал у нас еще представитель Али Маджлиса Узбекистана Танзила Нурбаева. Они вместе провели большой комплекс переговоров и какие-то вопросы решили. Смотрим Валентину Матвиенко. Ребят, вам удачи, здоровья, хайр, саламат были. Мы понимаем хорошо, что вечно нельзя держать границы закрытыми. Те страны, которые выбрали такой путь, не показывают достойных результатов ни в борьбе с пандемией, ни в росте экономики. Считаю, что нам нужно готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции. Но так или иначе, эффект от приостановки международной миграции почувствовали однозначно на себе все. Закономерно, что в период пандемии вопросы регулирования миграционных процессов неоднократно обсуждались в рамках межпарламентского диалога в СНГ и в формате переговоров со спикерами парламентов, и в рамках работы межпарламентских комиссий. В нашей стране был принят комплекс законодательных мер, призванных обеспечить управляемость процессов миграции и защитить права иностранных граждан на территории, которые трудятся, проживают на территории России. Например, для них продлен срок действия некоторых документов. Для переоформления патента теперь не нужно выезжать из России. Принимающий иностранного гражданина на стороне можно подать уведомление через портал госуслуг и целый ряд других. Значимым событием стала ратификация соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств, членов Евразийского экономического союза.